Туту-трип. А меня наш скульптор любил и иногда лепил. Это уже стихи, двустишье. А меня мой скульптор в Строгановке не любил, двушники лепил. Но ничего, хотя скульптуру я любил. Один раз я просто заикнулся, что глина. Пришли на занятия, она сухая в ванной. И он не взлюбил меня, типа он не отвечает за это. Ух, вы с Бато смелые, дерзкие, в себе уверенные. А я тоже так хочу, туту-трип. Написала натюрмортик, получилось ничего так. Опять стихи. Боюсь дальше работать, испортить. Тут два момента. Получилось ничего так. Ничего так, это еще, значит, вы думаете, что может быть лучше. Значит, нужно портить. Портить, взять просто для себя. И возможность такую для себя разрешить, что этот натюрморт я сейчас буду писать как эксперимент. Ничего не выйдет, может не получиться. Но я буду искать разные решения. Вы поищите. Важно в этом моменте получать наслаждение от поиска. Погоня за результатом – это плохой инструмент, мне так кажется. А вот процесс, ты все время находишься, ты все время варишь этот борщ. То одно насыпешь, то другое, то соли еще добавишь, а уже не убавишь. Делит не сделаешь. А здесь можно, взял мастихин и сделал делит, счистил и по новой. Так что маслом писать, конечно, в этом смысле проще. И научиться уничтожать то, что ты сделал, не боясь. Очень самая, может быть, важная задача в ученичестве, да и не только в ученичестве. Мы же в области живописи все с вами перфекционисты. Мы хотим наилучшего. Поэтому готовы рисковать. Лучше так, чем просто будет висеть на стене, и вы будете смотреть на нее не со стопроцентной радостью, а что-то будет так, червоточинка так вас зудеть. Все время подойти и попортить еще. И возьмите со стены, снимите и еще раз. И еще, и так лет 40. Екатерина Щукина насчет создания своей реальности хочу сказать. Пока у самой не начало получаться так писать, не могла до конца понять, о чем речь. Слушала, как вы рассуждаете о написании впечатления, а не действительности, но не могла понять, как это, в чем проявляется. Потом стала обращать внимание не только на ваши, и других художников работы, но и на фото мест, где они были написаны. Это важный момент. Стало доходить, что с обычного на вид пейзажа написано нечто необыкновенное. То есть, когда говорят с восхищением, глядя на картину, где вы нашли такое место в городе или состояние, а его и не находили, а почувствовали и написали на основе того пейзажа, который перед глазами. Замечательно. Так вот, моя мысль такая. Невозможно объяснить, как так видеть пейзаж, допустим, чтобы написать его уникально. Это только с опытом приходит. С каждым разом все лучше, все ближе к тому, как представляешь в голове. Леонардо еще говорил, что художник пишет не руками, а головой. И еще вначале нужно огромное терпение не съехать в привычный реализм. Замечательные слова. Это интерпретация. В каждой голове художника, зрителя происходит интерпретация. Смотрим мы, например, кино. Про любовь, конечно, любое кино. И каждый из смотрящих вынесет свое. Он запомнит у него будут свои сцены в голове. Потом вы начнете делиться, и странно будет, что у вас одно впечатление, у него другое. И так у всех. У каждого из нас свой опыт проживания жизни, и на него накладывается впечатление, которое мы смотрим в кино про любовь. Ты смотришь на нее, а другой смотрит на него. Тебе нравится ее взгляд, а ей нравятся его мышцы. Ничего не поделаешь. Даже в целом впечатление от фильма, например, может быть совершенно разное, диаметрально противоположно. Это нормально. Мы же разные. То есть в нас возникает и начинает жить
впечатление, созданное там автором, режиссером или художником. Ну как зрители мы, да, воспринимаем по-своему. Один недавно сказал на мой этюд, что как будто членом повозили, а другой готов там большие деньги заплатить, потому что у него возникает ощущение, что это достойная очень работа. И она включает в нем какие-то вот живительные такие струны, дергает. Бздынь. Меня, и рискну предположить многих, не очень заводит такая живопись, в которой отражено то, что написано. Ну, кстати, может, я не прав. Может быть, как раз и большинство это заводит. Но это уровень такое отражения, да? Буквальный. Все понятно. Все абсолютно сразу с первого взгляда понятно, ясно, хорошо. Включаются какие-то память. Например, узнаваемое место. Я там гулял, все. Где это написано, товарищ художник? Да вот там-то. Да, я там был. Все. Это диапазон, вот этот маленький очень шарик восприятия. Когда написано «впечатление», это расширенный диапазон. Он может затронуть очень немногих, как раз, вот тут, наверное, это правда, немногих людей, но затронет так, чтобы быть здоров. В такой картине целый диапазон, смелость художника, неожиданность решения, композиционное решение, его впечатление, которое вот прямо материализовано. Ты с ума сходишь, как это вообще можно до этого было додуматься, чтобы так сделать. Ты видишь, что это абсолютная неправда, что у тебя какие-то мазки всего лишь, но это тебя так сильно впечатляет, как зрителя. Музыка, поэзия очень близки, жанры близкие к этому пониманию, что такое впечатление. Могут быть слова так поставлены, что все, конец света, что это такое величие. В нас возникает, то есть наше восприятие в резонансе с авторским. Эта штука неизменно шире, чем просто написать правдивый сюжет, абсолютно точно передавая, отражая его, ну вот как зеркало, да, как в зеркале, то и на холсте. Ну вот смотрите, очень просто, Екатерина. Каждая женщина стремится быть уникальной. Ведь правда? Выглядеть уникально, не похожей на других. В одежде, во всяких вот премудростях, я не знаю, походка, туфли и так далее. Движение, взгляд, разговор. Женщины, которые стремятся быть уникальными, это магия, это богини. Вы чувствуете вкус жизни. Вы не хотите быть похожими на других, которые не чувствуют этот вкус. И каждая минута пребывания в этой уникальности создает новый мир, ваш мир, уникальный. На такую уникальность смотреть не наглядеться. И возраст не имеет значения. Каждая минута жизни такого человека пропитана его содержанием, его красотой, его величием, его пониманием в жизни, что он рожден не просто так, что в этом есть глубокий смысл. Быть вот эту минуту так, она уникальна, она проходит, ее больше не будет. Но проживать ее так, нести себя, быть таким, когда вашей любовью к жизни, вашим трепетом пронизано все и все, кто рядом, кто вас видит. Такая обычная, но необыкновенная жизнь даст возможность пребывания в этом создавать необыкновенные произведения. Подход к ним будет другой, уникальный. То есть, другими словами, пребывание в этой уникальности – основа для уникальной живописи. Многие не любят писать натюрморты, но это до поры до времени, пока ты не почувствуешь красоту цвета, пока он не войдет в тебя, пока ты не взорвешься от того, что ты видишь эти отношения тона и цвета, прежде чем ты начинаешь писать. Ты видишь, что из того или другого мотива может получиться. Ты долго занимаешься постановкой с тем, чтобы, наконец, вот с этой точки зазвучала музыка живописи. 27-й урок
Этот натюрморт с коньяком именно о таком волшебном звучании цвета. Ничего особенного. Графин, рюмка, кусочек бирюзовой ткани. Но как это красиво, как это уложить в холсте. Композиция простая, но отношения очень сложные и очень интересные. Посмотрите этот урок и сделайте что-то подобное. Присылайте мне на видеоразбор. 27-й урок. Натюрморт с коньяком.